Глава 1926. Замораживание небес. Лазурная полоса света пронзила пространство, и свет исчез, когда Хань Ли обернулся и обнаружил гигантскую пагоду высотой в десятки тысяч футов, стоящую позади него. Дыра, из которой он только что вылез, быстро сужалась со скоростью, различимой невооруженным глазом, и пространство в ней в мгновение ика вернулось к норме. Казалось, что сокровище не сильно пострадало. Выражение лица Хань Ли слегка изменилось, когда он увидел это, и он глубоко вздохнул, обводя взглядом место вокруг себя, и в его глазах появился намек на удивление. Вокруг него все еще бушевала ожесточенная битва, и человеческие и дьявольские армии сталкивались изо всех сил. Высоко в воздухе массивный зверь с головой козла и телом медведя, объединив свои силы, чтобы противостоять Телуну, а также необычной дьявольской армии, окутанной алым туманом. Мастер Лазурный Дракон уже вернулся в свою человеческую форму, и его лицо было очень бледным. Перед лицом атак дьявольской армии он едва смог обеспечить самосохранение. Атаки этих дьявольских существ были очень просты. Помимо того, что изо рта вырывались столбы малинового света, они просто размахивали оружием в воздухе изо всех сил, чтобы выпустить шквал проекций. Однако мастер Лазурный Дракон и гигантский зверь явно опасались этих простых на вид атак. Они не осмеливались позволить атакам поразить их тело и сдерживали атаки, используя защитный духовный свет или свои сокровища. Кроме того, все эти дьявольские существа, казалось, обладали бессмертными телами. Даже если бы они были полностью уничтожены атаками этого гигантского зверя, они мгновенно регенерировали бы и развязывали бы атаки еще большей свирепости. Что касается Телуна, он находился далеко позади этой дьявольской армии, и всякий раз, когда гигантский зверь угрожал вырваться из дьявольской армии, он появлялся на его пути, чтобы заставить его вернуться на исходное место. Конечно, он также время от времени направлял жестокие атаки на мастера Лазурного Дракона, чтобы держать его в напряжении. Даже с огромными способностями зверя ауры интеграции он был не в состоянии быстро выбраться из лап этой дьявольской армии. В то же время Телун и дьявольская армия также не могли победить этого зверя или причинить ему вред, поэтому возник тупик. Между тем, в других местах ситуация была совершенно иной. Фея Серебряного Света и фея Линь Луан объединили свои силы, и они оказались в очень плохой ситуации. Вокруг тела одной мерцал сияющий серебряный свет, а вокруг другой горело трехцветное пламя, и два типа способностей слились воедино, дополняя силы друг друга. Тем не менее, Фэй Я и фея Юй также объединили свои усилия, и позади феи Юй появилась проекция гигантского зеленого моллюска. Каждый раз, когда моллюск открывал рот, он выпускал шары зеленого света, способные свести на нет серебряный свет и трехцветное пламя. Если бы не тот факт, что проекции гигантского моллюска приходилось некоторое время отдыхать после каждой вспышки зеленого света, защита феи Линь Луан и феи Серебряного Света, скорее всего, уже была бы подавлена. Однако больше всего их беспокоили атаки Фэй Я. Кроме дюжины полупрозрачных летающих кинжалов, выпущенных Фэй Я, он не использовал никаких других форм атак. Тем не менее, эти простые на вид атаки были пропитаны невероятной ледяной силой, и две женщины были вынуждены расходовать огромное количество магической силы, чтобы удержать кинжалы на расстоянии. Таким образом, их магическая сила уменьшалась с большой скоростью, и если бы не тот факт, что у них обоих были чрезвычайно ценные пилюли для восстановления магической силы, они, скорее всего, уже были бы побеждены и убиты. Тем не менее, их положение становилось все более и более опасным, так как их запас пилюль быстро истощался. Облако белой ледяной размером в несколько акров появилось вокруг серебряного света и трехцветного пламени, которые они вызвали, и Хань Ли был очень удивлен, увидев это. Было ясно, что прошло немного времени с тех пор, как его затянуло в гигантскую пагоду, но он понимал, что провел там почти полдня. Это означало, что пагода могла управлять течением времени внутри себя, чтобы оно отличалось от течения внешнего мира. В таком случае это действительно было необыкновенное сокровище. В конце концов, он не слышал ни о каких сокровищах, кроме сокровищ бездонных небес, способных изменить течение времени. Несмотря на свое изумление, у Хань Ли все же хватило духу начать искать мужчину средних лет в серебряной мантии, который в первую очередь заманил его в ловушку в пагоде, только чтобы обнаружить, что его нигде не найти. Он сразу же пронесся своим духовным чутьем по окрестностям, но, кроме некоторых остаточных колебаний и ограничения, он не смог найти никаких следов этого дьявольского лорда. Это было довольно тревожно для Хань Ли, и когда он вспомнил голос, говоривший с ним внутри пагоды, в его сердце сразу же нахлынуло сильное предчувствие. Он должен был убраться отсюда как можно быстрее. Имея это в виду, Хань Ли немедленно приготовился уйти, но он не мог не колебаться при виде опасной ситуации, в которой оказалась человеческая армия. Я помогу им убить еще двух дьявольских лордов, прежде чем уйти. Если я использую всю свою силу, это не займет много времени, пробормотал Хань Ли. Не то чтобы он хотел переломить ход битвы, просто если он покинет битву в такое время, то его репутация в человеческом роде, скорее всего, будет полностью разрушена. Даже если передача голоса действительно исходила от истинного тела священного предка Сюэ Гуана,
Ему было очень трудно поверить, что священный предок Сюэ Гуан сможет представлять для него какую-либо угрозу, если только его истинное тело не спустится в это царство. Это было практически невозможно для священных предков расы старших дьяволов на ранних стадиях дьявольской скорби. По крайней мере, насколько он знал, ничего подобного никогда не случалось во время прошлых дьявольских испытаний. Таким образом, несмотря на то, что Хань Ли был поражен плохим предчувствием, он все же решил помочь культиваторам Небесного города в последний раз, прежде чем уйти. Что касается этой гигантской пагоды, она, естественно, была очень привлекательным сокровищем для Хань Ли, но она явно принадлежала священному предку Сюэ Гуану, как и этот пурпурный котел. Скорее всего, он не сможет стереть отметку, оставленную в сокровище духовным чувством культиватора Великого Вознесения, поэтому он все равно не сможет претендовать на него. Скорее всего, именно поэтому священный предок Сюэ Гуан был готов отдать своим подчиненным эти два возмутительно могущественных сокровища. Имея это в виду, Хань Ли выстрелил в виде полосы лазурного света, чтобы стать подкреплением феи Серебряного света и феи Линь Луань, в отличие от мастера лазурного дракона и гигантского зверя. Фея Серебряного света и фея Линь Луань, естественно, тоже заметили приближающегося издалека Хань Ли и пришли в восторг. Как только он достиг двух женщин, он провел рукавами по воздуху, из него вырвались бесчисленные проекции лазурного цветка лотоса. В то же время он призвал свою серебряную линейку, и фея Линь Луань ликующим голосом воскликнула: «Я так рада, что ты в безопасности, товарищ Даос Хань. Пожалуйста, держи этих двух дьявольских лордов в страхе, чтобы я могла контролировать зверя ауры интеграции, чтобы убить этого дьявольского лорда и этих мутировавших дьявольских существ». Как только ее голос затих, трехцветное пламя вокруг нее мгновенно исчезло, и она быстро сделала серию печати рук. Багровый талисман снова появился над ее глобелью, и она действительно оставляла себя совершенно беззащитной. Брови Хань Ли слегка нахмурились, увидев это, но он все же поднял руку в воздух, чтобы призвать свою черную гору. Гора увеличилась до более чем 1000 футов в размере, а затем спустилась прямо перед полупрозрачными летающими кинжалами, которыми Фэй Я направлял на двух женщин. Вспыхнул белый свет, и слой льда появился почти на половине всей горы. Ледяные силы, которые Фэй Я демонстрировал сейчас, были намного мощнее, чем то, что он высвободил в начале битвы, и даже были способны заморозить его гору чрезвычайной сущности. В отличие от того, чтобы выразить неудовольствие вмешательством Хань Ли, глаза Фэй Я сразу же загорелись, и он направил все свои летающие кинжалы на Хань Ли в виде полос белого ледяного света. Сердце Хань Ли дрогнуло, увидев это, и он немедленно поставил печать руками. Все лазурные цветы лотоса вокруг него мгновенно растворились в воздухе, и в следующее мгновение возникли сотни столбов лазурного света. Сформировалось гигантское формирование лазурного меча, которое охватило Хань Ли, а также двух женщин. Было совершенно ясно, что этот Фэй Я будет довольно грозным противником, и Хань Ли хотел закончить эту битву как можно быстрее, поэтому он выпустил один из своих козырей — формацию лазурного меча, которую ему еще предстояло полностью освоить. Ледяная сила, высвобожденная летающими кинжалами, была чрезвычайно мощной, но бесследно исчезла, как только соприкоснулась с формированием меча. «Хе-хе, это интересная формация, но ты сильно меня недооцениваешь, если думаешь, что этого достаточно, чтобы поставить меня в тупик», — сказал Фэй Я с оттенком насмешки в ледяном голосе. Как только его голос оборвался, он сложил печать руками, и его летающие кинжалы сошлись, образовав массивный клинок длиной 500 футов. Затем клинок с разрушительной силой обрушился на формацию меча, и еще до того, как она достигла формации, с небес спустился слой белого света. Из окружающего пространства раздалась череда потрескивающих звуков, и казалось, что сами небеса застыли от этой ледяной ци. Даже полосы ци меча, пронизывающие формацию лазурного меча, стали очень вялыми перед лицом этого всплеска ледяной силы, и работа всей формации меча значительно замедлилась. Глава 1927. Лазурные кольца. Хань Ли приподнял бровь, увидев это, прежде чем вытянуть белоснежную руку из рукава. 5 проекций белых черепа мгновенно вырвались из его пальцев, а затем увеличились до размеров колес телеги. Это были никто иные, как несломленная пятерка дьяволов, которых Хань Ли усовершенствовал, чтобы они стали частью его руки, и они зловеще кудахтали, извергая изо рта всплески пятицветного пламени. С нынешними силами 5 дьяволов они больше не могли оказывать большую помощь Хань Ли, поэтому он очень редко вызывал их в битве после входа в мир духов. Однако после того, как Хань Ли поглотил тот тип ледяной силы, на который он наткнулся в изначальном мире, 5 дьяволов стали намного сильнее, чем раньше. Они по-прежнему были чрезвычайно уязвимы против атак высококлассных культиваторов, но новое ледяное пламя, которое они смогли изрыгать, было невероятно мощным. При нормальных обстоятельствах Хань Ли мог позаимствовать силу 5 дьяволов, чтобы высвободить часть силы ледяного пламени, поэтому ему не нужно было вызывать 5 дьяволов. Однако ледяные силы, которые демонстрировал Фэй Я, были самыми могущественными из тех, что он когда-либо видел, поэтому он решил призвать также и 5 дьяволов.
Перед лицом нового пятицветного ледяного пламени, испускаемого гигантскими черепами, ледяная сила в окружающем воздухе значительно ослабла, и формирование меча снова могло функционировать как обычно. Ледяное пламя Хань Ли немного уступало по силе ледяным силам Фэйя, но они все же были способны поглотить часть его ледяных сил. Хань Ли быстро сложил печать руками, и бесчисленные полосы лазурной ци меча сразу же появились внутри формации меча, а затем сошлись, образуя массивный шар света в центре формации. Громоподобный рев дракона вырвался из шара света, и тот раскололся, обнажив лазурного свернувшегося дракона. У свернувшегося кольцами дракона по всему телу была лазурная чешуя, и каждая из этих чешуек была яркой и гладкой, как зеркало. Он испускал чрезвычайно устрашающую ауру, которая угрожала уничтожить небо и землю, и ринулся прямо на приближающийся гигантский летающий клинок. Раздался сокрушительный грохот, когда гигантский клинок столкнулся с лазурным драконом, и ледяная сила, высвобожденная лезвием, стала еще мощнее во вспышке мерцающего белого света. Однако при ударе по шее свернувшегося кольцами дракона раздался металлический лязг, и лезвие было отброшено, а дракон остался совершенно невредимым. В результате столкновения над верхней половиной тела дракона сразу же образовался толстый слой льда, но он лишь встряхнул его тело, и лед моментально треснул. Затем он издал яростный рев, прежде чем укусить гигантский клинок, а также угрожающе вытянул свои когти в сторону лезвия. Массивный клинок обладал огромной силой, но на самом деле он не был таким уж решительным. После нападения свернувшегося кольцами дракона раздалась череда громких тресков, и весь клинок был быстро разбит, прежде чем распасться на бесчисленные точки полупрозрачного света. На лице Фэйя, наконец, появилось удивленное выражение, когда он увидел это, но он просто указал пальцем вперед, и несколько десятков невредимых полупрозрачных летающих кинжалов снова появились среди порыва ледяного ветра. Выражение лица Хань Ли немного изменилось, когда он увидел это. Только теперь ему стало ясно, что эти летающие кинжалы на самом деле не сокровища, они были проявлены ледяными силами Фэйя. Таким образом, пока Фэйя все еще обладал достаточной магической силой, он мог бесконечно воссоздавать эти клинки. Это было настоящим сюрпризом для Хань Ли. Однако это не помешало ему приказать лазурному дракону броситься прямо на Фэйя. В то же время позади него раздался раскат грома, и за его спиной появилась пара полупрозрачных крыльев. Холодный свет блеснул в его глазах, и он исчез на месте среди вспышки молнии. Чем страшнее был его противник, тем больше Хань Ли нуждался в том, чтобы убить его как можно быстрее. Это был лучший образ действий как для него самого, так и для всей армии людей в небесном городе. Увидев это, зрачки Фэйя слегка сузились, но затем он холодно хмыкнул, и полупрозрачные летающие кинжалы, парящие перед ним, выстрелили высоко в воздух. Кинжалы сошлись наверху, образуя одно и то же полупрозрачное гигантское лезвие, в то время как Фэйя топнул ногой в воздухе и выстрелил полосой полупрозрачного света. Затем полоса света слилась воедино с массивным лезвием и яростно ударила по лазурному дракону. Этот гигантский клинок был почти вдвое мощнее предыдущего, и еще до того, как он коснулся свернувшегося кольцами дракона, весь окружающий воздух уже наполнился ледяным светом. Однако лазурный дракон ничуть не испугался, увидев это. Чешуя по всему его телу встала дыбом, и он превратился в огромное пространство лазурного света, которое столкнулось с гигантским клинком. Ледяной свет и лазурный свет переплелись, яростно столкнувшись, и казалось, что они равны друг другу. Прямо в этот момент вспыхнула серебряная молния, и Хань Ли появился наверху, прежде чем немедленно схватить пространство обеими руками. Из ниоткуда появились две гигантские руки, каждая размером в несколько десятков футов. Одна из них была белоснежной, как нефрит, со слоями пятицветного ледникового пламени вокруг, а другая была черной, как чернила, и была окутана слоем серебряного пламени. Две гигантские руки устремились вниз, и ледяная и палящая сила переплелись, создав странную комбинацию, которая усиливала, а не ослабляла друг друга. Ледяной свет вспыхнул внизу, и появился Фэйя, прежде чем превратиться в гигантскую ледяную руку, которая поднялась в воздух. Эта рука была прозрачна, как лед, и все окружающее пространство застыло перед лицом ее ледяной силы. Три массивные руки яростно столкнулись, и пятицветное пламя вокруг гигантской белой руки тут же погасло, после чего сама рука была разбита. Однако ледяная сила, исходящая от гигантской ледяной руки, также была несколько нейтрализована, и она немного уменьшилась в размерах. После этого чернильно-черная рука столкнулась с ледяной рукой, и небесное пламя, поглощающее дух, тут же окутало гигантскую ледяную руку. Мало того, что вся ее ледяная сила была сведена на нет, ледяная рука начала таять со скоростью, заметной невооруженным глазом. Прямо перед тем, как вся ледяная сила была истощена, из серебряного пламени вырвалась вспышка ледяного света, прежде чем улететь, как молния. Однако за ней последовала тонкая золотая и серебряная нить, которая во вспышке исчезла в ледяном свете. Крик шока и ярости раздался из ледяного света, и Фэйя вывалился из него, сжав руку на груди. Сквозь промежутки между его пальцами виднелась багрово-черная рана, а в глазах читалось удивление и ярость.
Рана была нанесена вращающимся светом злого духа, который в прошлом поглотило небесное пламя, поглощающий дух, и Фэй Я был застигнут врасплох атакой. Хань Ли холодно усмехнулся, когда слой черной ци быстро распространился по всему телу Фэй Я, и он знал, что даже если яд внутри вращающегося света злого духа не смог бы убить его, он определенно, по крайней мере, значительно ослабил бы его, тем самым делая его намного более уязвимым. Он быстро взглянул на фею Юй и обнаружил, что она была вовлечена в ожесточенную битву против феи Серебряного Света и его серебряной линейки, поэтому она никак не могла вмешаться, чтобы помочь Фэй Я. Таким образом, Хань Ли больше не колебался, взмахивая крыльями, и немедленно бросился на Фэй Я под грохочущий удар грома. Однако именно в этот момент в воздухе над полем боя внезапно вспыхнули пространственные колебания, и все небо резко померкло. Сразу после этого на высоте сотен тысяч футов в воздухе возник чернильно-черный вихрь размером около акра. Чрезвычайно ужасающая аура просачивалась из вихря, и аура становилась все более мощной с невероятной скоростью. Хань Ли немедленно остановился, как вкопанный, и с ошеломленным выражением лица бросил взгляд на вихрь. Эта аура была ему хорошо знакома. Она была идентична тому, что высвобождалось духовным чувством, которое общалось с ним в гигантской пагоде. Однако эта аура была еще более устрашающей, чем та, что появилась в пагоде. Что еще более тревожило его, так это то, что прямо под массивным вихрем стояла гуманоидная фигура, и при ближайшем рассмотрении Хань Ли обнаружил, что это был никто иной, как мужчина средних лет в серебряной мантии, мужская половина дьявольских близнецов Инь-Ян. И люди, и дьяволы на поле боя были ошеломлены, увидев это. Многие из них прекратили свои действия и повернулись, чтобы посмотреть на массивный вихрь с шоком и благоговением в глазах. Выражение лица Хань Ли значительно помрачнело, и прежде чем он решил, следует ли ему сосредоточиться на убийстве Фэй Я или сделать обходный путь, чтобы сначала уничтожить вихрь, мужчина средних лет в серебряной мантии внезапно сложил печать руками, прежде чем открыть рот и извергнуть малиновый кристалл, похожий на рубин. Внезапно ужасающая аура, исходящая от вихря, резко исчезла, но в следующее мгновение из вихря вылетела вспышка черно-красной дьявольской ци, прежде чем во вспышке исчезнуть в кристалле. Багровый свет вспыхнул на поверхности кристалла, и он внезапно втянулся обратно в тело человека в серебряной мантии. В следующее мгновение багровый свет вырвался из тела человека в серебряной мантии, и он вскинул руки на голову, испустив вой мучительной агонии. В то же время по всему его телу раздалась череда громких тресков и хлопков, а его лицо и аура претерпели поразительную трансформацию. Глава 1928. Кровавая дьявольская тень. Черты его лица исказились и исказились, прежде чем превратиться в черты молодого человека, которому на вид было 17 лет. Его зрачки также стали ярко-красными, и от него исходил ошеломляющий запах крови и резни. Молодой человек убрал руки с головы, прежде чем снова медленно выпрямиться. Он оглядел людей и дьявольских существ внизу со странным выражением лица, затем оценил свои руки, прежде чем внезапно разразиться хриплым смехом. Наконец-то я попал в мир духов. Значит, в конце концов, это действительно был жизнеспособный метод. Ха-ха, я, вероятно, первый священный предок, добившийся этого. Это действительно прекрасное чувство. Все высококлассные человеческие культиваторы были очень встревожены, услышав это, в то время как высококлассные дьявольские существа были в восторге, увидев ясный проблеск внешности молодого человека. Одно из высокоуровневых дьявольских существ тут же опустилось на колени и поприветствовало: «Мы отдаем дань уважения нашему священному предку. Поздравляем с нисхождением в мир духов, священный предок». Его приветствие, казалось, послужило напоминанием другим дьявольским существам, и вся дьявольская армия немедленно преклонила колени в унисон. Что касается человеческой армии, все их лица мгновенно побледнели, когда они подняли глаза с ужасом и отчаянием. Дьявольские лорды все еще были скорее сбиты с толку, скорее колеблись, чем воодушевляясь. Выражение лица мастера лазурного дракона резко изменилось, прежде чем на его лице появилось холодное выражение, и он закричал: «Не нужно бояться». Этот парень смог попасть сюда, лишь заполучив оболочку, а значит, при нем сейчас не больше 10-й части силы его истинного тела. Мы все еще можем выиграть эту битву. Фея Линь, заставь зверя ауры интеграции убить этого дьявола, пока мы сдерживаем других дьявольских лордов. Фея Линь Луань немного колебалась, но, взглянув на всех людей-культиваторов, стоящих на городской стене, стиснула зубы и кивнула, резко указывая пальцем на малиновый талисман на собственной глобелле. Зверь ауры интеграции внезапно издал громоподобный рев по ее приказу, а затем выпустил порыв яростного желтого ветра из своей пасти. Все дьявольские существа вокруг него были отброшены в сторону, и он энергично взмахнул крыльями, силой вырываясь из дьявольской армии, полетев к молодому человеку. Несмотря на то, что молодой человек еще не продемонстрировал никаких своих способностей, аура, которую он испускал, поразила зверя ощущением опасности. Таким образом, даже без указаний феи Линь Луань, он все еще был склонен убить этого молодого человека, если он позже будет представлять для него угрозу.
Тем временем мастер Лазурный Дракон издал громкий рев, и 7 коротких клинков снова появились над его телом, когда он снова превратился в гигантского Лазурного Дракона. Воющие ветры и молнии вспыхнули вокруг него, и перед лицом его яростного шквала атак дьявольская армия вокруг него не смогла преследовать зверя ауры интеграции. Телун высвобождал бесчисленные проекции молотов своей пары гигантских молотов, и атаки казались чрезвычайно мощными, но он был довольно рассеян, поскольку сосредоточил большую часть своего внимания на звере ауры интеграции и молодом человеке. Ханли, естественно, тоже был крайне встревожен таким поворотом событий. Несмотря на то, что это не было настоящим истинным телом священного предка Сюэ-Гуана, оно также не казалось обычным клоном с духовным смыслом. Аура, которую излучал молодой человек, была поистине огромной и намного превосходила ауру среднего культиватора позднего этапа интеграции тела. Теперь, когда зверь ауры интеграции был выпущен на молодого человека, Ханли также прекратил то, что он делал, чтобы оценить ситуацию. Фэй-Я, естественно, почувствовал облегчение, увидев это, и поспешно проглотил несколько пилюль противоядия, а затем начал использовать свою магическую силу, чтобы вытеснить яд из своего тела. Если бы кто-то ниже стадии интеграции тела был заражен ядом вращающегося света злого духа, он был бы уже убит, но он смог продержаться так долго только потому, что был в состоянии принудительно подавить яд своей способности среднего этапа стадии интеграции тела. Молодой человек слегка запнулся при виде зверя ауры интеграции, прежде чем удивленно пробормотать про себя. Подумать только, что здесь присутствует зверь ауры интеграции, неудивительно, что вы все еще не выиграли эту битву. Так уж получилось, что я заполучил кое-что, я думаю, этого будете достаточно. Как только его голос оборвался, молодой человек махнул рукой, и на его ладони появился маленький фиолетовый котел во вспышке фиолетового света. Молодой человек положил руку на котел и произнес слово «сеть». Котел немедленно начал вращаться на месте, и древняя руна возникла внутри него во вспышке черного света, а затем выстрелила прямо в зверя ауры интеграции. Увидев это, зверь ауры интеграции открыл рот, чтобы изгнать порыв свирепого желтого ветра, и в то же время его крылья превратились в желтое облако, которое полностью скрыло все его тело. Затем гигантский зверь рванулся прямо к черной руне, и было совершенно ясно, что он очень уверен в своих защитных способностях. При виде этого на лице священного предка Сюэ-Гуана появилась холодная улыбка, и он также не предпринял никаких попыток уклониться. Всего через несколько вспышек черной руны полетели прямо в желтое облако и бесследно исчезли. В следующее мгновение раздался оглушительный рев шока и ужаса, и гигантский зверь был полностью обездвижен в воздухе. Его тело было связано бесчисленными черными нитями, и эти нити были очень тонкими, но зверь не мог освободиться от них, как бы он ни бился и не боролся. Увидев это, на лице священного предка Сюэ-Гуана появилась холодная улыбка, и он внезапно повернулся к Ханли. Ханли тут же вздрогнул, когда по его спине пробежал холодок, а священный предок Сюэ-Гуан остался совершенно бесстрастным, но внезапно махнул рукой в сторону Ханли. При этом он произнес слово «подойди». Раздался взрыв грохота, когда гигантская радужная пагода неподалеку резко поднялась в воздух, а затем мгновенно растворилась в воздухе. В следующее мгновение яркий радужный свет вспыхнул над ладонью священного предка Сюэ-Гуана, и над его рукой появилась миниатюрная пагода, прежде чем она была брошена в сторону зверя ауры интеграции. Затем он сделал печать руками, и пагода превратилась во вспышку радужного света, которая мгновенно затопила гигантского зверя. Когда радужный свет вернулся к своей форме пагоды, зверя ауры интеграции нигде не было видно. Почти в тот же самый момент фея Линь Луань в панике воскликнула: «Мой талисман больше не может чувствовать зверя ауры интеграции». Сердце Хань Ли оборвалось. В руках истинного владельца священного предка Сюэ-Гуан пурпурный котел и радужная пагода были значительно сильнее. Хань Ли совсем не был уверен, что сможет снова сбежать из пагоды, если его запечатают в ней во второй раз. Мастер Лазурный Дракон тоже был очень встревожен, увидев это, и тут же закричал «Вперед!». Затем яркий духовный свет вырвался из его тела Лазурного Дракона, и он пробился через серию проекций молота, выпущенных Телуном, прежде чем полететь прямо обратно в Небесный город. Он сразу же решил покинуть место происшествия, поскольку исход этой битвы был практически предрешен. Фея Серебряного Света и фея Линь Луань испуганно переглянулись, а затем тоже разбежались в разные стороны. Что касается Хань Ли, он взмахнул обоими рукавами в воздухе, чтобы убрать свои формации меча лазурной катушки, а затем взмахнул крыльями молнии и скрылся с места происшествия в виде дуги молнии. Слишком поздно попытаться уйти сейчас. Священный предок Сюэ-Гуан расхохотался. Он сразу же сделал серию ручных печатей, и малиновая ци вышла из его тела, прежде чем образовать две фигуры, идентичные ему самому. Одна из них держала радужную пагоду, в то время как другая держала маленький фиолетовый котел, и они оба холодно усмехнулись, прежде чем исчезнуть на месте во вспышке. Что касается последнего члена трио, то он топнул ногой, и малиновая ци закружилась под ним, прежде чем сформировать маленькое малиновое каноэ.
Каноэ было всего 70 футов в длину, но оно было блестящим и полупрозрачным, а на его поверхности было начертано бесчисленное множество глубоких радужных рун. Каноэ рванулось вперед и быстро исчезло в пространстве вместе с молодым человеком, стоящим на нем. Когда каноэ снова появилось среди вспышек пространственных колебаний, оно уже преодолело расстояние в несколько тысяч футов и, казалось, догонит Хань Ли всего через 2 вспышки. Хань Ли обнаружил его своим духовным чутьем и сильно испугался. В этой ужасной ситуации он стиснул зубы и превратился в гигантскую четырехкрылую серебряную птицу под раскат грома. Он энергично взмахнул 4 крыльями и превратился в серебряную нить, которая пронеслась по воздуху с поразительной скоростью. Это техника трансформации Кун Пена. Хе-хе, ты думаешь, этого будет достаточно, чтобы позволить тебе сбежать от меня? Идите и позаботьтесь об этих человеческих культиваторах стадии интеграции тела, и я сам пойду за этим человеком. Священный предок Сюэ Гуан холодно усмехнулся, отдавая инструкции Телуну и другим дьявольским лордам. Сразу же после этого 2 его клона также появились рядом с ним, как будто они никогда и не уходили, и оба синхронно сложили печать руками. 2 пары малиновых хрустальных крыльев моментально появились по бокам маленького каноэ, и каноэ рванулось вперед, как малиновая нить, с энергичным взмахом этих крыльев. Глава 1929. Старик Вен. Каноэ унесло 3 молодых людей вдаль в мгновение яка, и они не проявили никакого интереса к происходящему в данный момент сражению. Телун некоторое время молчал, прежде чем повернуться к 2 другим дьявольским лордам. «Вы двое, идите за 2 сбежавшими людьми-культиваторами на стадии интеграции тела, и я поведу армию, чтобы захватить Небесный город». Человек-культиватор последней стадии интеграции тела сбежал обратно в город, но он тяжело ранен, и у него нет зверя ауры интеграции, чтобы помочь ему, так что я позабочусь о нем по пути. Что касается этого человека, мастер Сюэ Гуан лично преследует его, так что он никак не сможет сбежать. Ты будешь в порядке один, брат Те? Что, если у людей все еще есть какие-то другие козыри в рукаве? Фея Юй была довольно нерешительна. «Не волнуйся, со мной адские кровные стражи, и мы обо всем позаботимся», — ответил Телун. «В таком случае я оставлю все здесь на тебя, брат Те». Фея Юй кивнула в ответ, прежде чем улететь в виде полосы розового света, направляясь прямо в том направлении, куда только что убежала фея серебряного света. Что касается Фэй Я, то он уже насильственно подавил яд в своем теле и также ушел белой полосой в погоню за феей Линь Луань. После ухода других дьявольских лордов Телун закричал: «Все человеческие культиваторы стадии интеграции тела сбежали, нам пора захватить этот город». Его голос был пропитан огромной дьявольской мощью, и он прозвучал, как оглушительный удар грома в ушах человеческих и дьявольских армий внизу. Все дьявольские существа испустили крики восторга и начали атаковать с еще большей свирепостью. Что касается людей на поле боя, то все они смертельно побледнели, а боевой дух их мгновенно упал до рекордно низкого уровня. В этой ужасной ситуации голос мастера Лазурного Дракона прозвучал внезапно, как раскат грома из какой-то части города. Ты действительно думаешь, что я не приготовил никаких других козырей? Если ты хочешь разрушить наш небесный город, тебе придется сначала пройти мимо этих 108 гигантских марионеток». Как только его голос затих, более 100 столбов золотого света появились во всех уголках города, а затем превратились в ряд стражников в золотых доспехах. Эти охранники были одеты в золотые доспехи с головы до ног, и каждый из них держал в руках гигантский золотой меч, который был примерно такого же размера, как и их тело. Все они также были в забралах, сквозь которые виднелись только пары холодных серебристых глаз. Несмотря на то, что эти 108 марионеток в золотых доспехах только парили в воздухе совершенно неподвижно, они спускали грозные ауры, которые не уступали аурам культиваторов пространственного закаливания. Отчаявшаяся человеческая армия, естественно, сильно воодушевилась, увидев это, и начала мстить дьявольской армии с новой силой. Таким образом, звук жестоких столкновений снова разнесся по всему полю боя, и Телун был несколько ошеломлен этой ситуацией. Однако затем на его лице быстро появился намек на презрение, и он махнул рукой в сторону адских кровных стражников вокруг него, скомандовав: «У вас осталось не так много времени, так что немедленно в атаку. Скорее разрушьте главную оборону этого города». Услышав это, дьявольские генералы, возглавляющие армию, сразу же дали утвердительный ответ, а затем быстро спустились, чтобы присоединиться к дьявольской армии внизу в их атаке на городскую стену впереди. Что касается Телуна, то он завис в воздухе и наблюдал за развитием ситуации. С появлением адской стражи дьявольская армия сразу же одержала сокрушительный верх, а некоторые дьявольские существа даже прорвались через защитные ограничения и пробились к городской стене. В ответ 108 золотых марионеток просто продолжали парить в воздухе, не проявляя никакого намерения помогать армии людей. Еще некоторое время оценивая ситуацию, Телуну внезапно пришла в голову мысль, и он сразу же полетел обратно к дьявольскому облаку.
Всего через несколько вспышек он исчез в черном ковчеге, и дьявольские стражи в ковчеге были весьма удивлены его внезапным возвращением. Тем не менее, Телун не дал им никаких объяснений, прежде чем пробраться в секретную комнату, а затем немедленно активировал ограничение, которое уже было там установлено. Слои пятицветного света тут же вырвались из стен потайной комнаты, а на земле появилось небольшое белое образование. Телун подошел к формации и сделал печать руками, прежде чем бросить в формацию несколько заклинательных печатей. Духовный свет вспыхнул из формации на фоне слабого жужжания, и в центре формации медленно появился алтарь из белого нефрита. На алтаре стояло ржавое медное зеркало, похожее на очень древний артефакт. При виде этого зеркала на лице Телуна сразу же появилось серьезное выражение, и он начал что-то напевать, прежде чем открыть рот, чтобы вытолкнуть шар эссенции крови, который превратился в облако кровавого тумана, окутавшее все зеркало. На поверхности зеркала появились слои лазурного света, и оно постепенно светлело. Внезапно из зеркала вспыхнул свет, и на его поверхности появилось изображение пожилого мужчины в лазурных одеждах. Это был добродушный пожилой мужчина с седой головой, и он сидел на черном деревянном стуле. В руке он держал книгу, слегка пожелтевшую от времени, и перевел взгляд на Телуна из зеркала. «Ах, мне было интересно, кто связывался со мной. Разве ты уже не присоединился к дьявольской армии, чтобы участвовать в священном жертвоприношении? Почему ты связываешься со мной, используя это зеркало разделенного царства?» С улыбкой спросил пожилой мужчина. Телун отдает дань уважения лорду Вену. Лорд Вен, мастер Сюэ-Гуан, снова спустился в мир духов. Телун уважительно отсалютовал, прежде чем сразу перейти к делу. Снова. Он отправил еще одного из своих клонов в мир духов. Это действительно довольно странно. Несмотря на то, что говорил пожилой мужчина, выражение его лица оставалось совершенно неизменным. Это необычный клон. Вместо этого мастер Сюэ-Гуан, похоже, использовал какую-то секретную технику, чтобы напрямую овладеть дьяволом Ян своим духовным чутьем. После одержимости дьявол Ян не только превратился в мастера Сюэ-Гуана, его силы также были увеличены до невероятной степени. Судя по тому, что я смог почувствовать в то время, он, кажется, в настоящее время обладает примерно третью силы истинного тела мастера Сюэ-Гуана. Вдобавок ко всему, он также может гораздо лучше использовать пурпурный котел и пагоду радужного света. С этими двумя сокровищами он смог легко поймать зверя ауры интеграции, которого люди припрятали в рукаве, торжественно ответил Телун. Выражение лица пожилого человека, наконец, немного изменилось, когда он услышал это, и он пробормотал себе под нос. Вот как? Это довольно интересно. Количество магической силы, которая может быть передана, совершенно ничтожно из-за давления со стороны силы этого альтернативного царства. Как Сюэ-Гуан смог обойти силу мира духов, чтобы передать столько силы дьяволу Ян? Может ли это быть, что он недавно освоил какую-то мощную секретную технику? Кстати, мастер Сюэ-Гуан, кажется, нацелился на определенного человеческого культиватора стадии интеграции тела, добавил Телун. Расскажи мне все, что ты знаешь об этом человеке-культиваторе. Пожилой мужчина был очень заинтригован. Упомянутый человек является культиватором среднего этапа интеграции тела, но он обладает невероятными способностями. Он только недавно сражался с дьяволами-близнецами Инь-Ян и... Телун немедленно начал разглашать информацию, которую он имел о Ханьли. Через некоторое время он раскрыл все, что знал, и замолчал, ожидая указаний пожилого человека. «Ты очень хорошо потрудился. Эта информация очень полезна для меня. Теперь ты можешь идти», — проинструктировал пожилой мужчина, поглаживая бороду. «Да, лорд Вен, теперь я пойду», — ответил Телун, прежде чем наложить заклинательную печать на древнее зеркало, и поверхность зеркала вспыхнула лазурным светом, изображение пожилого мужчины исчезло. Некоторое время молча обдумывая ситуацию, Телун вышел из секретной комнаты, затем вылетел из гигантского ковчега и вновь появился на поле битвы в виде облака черной ци. Тем временем в некой деревянной хижине в другом царстве пожилой мужчина положил книгу на колени и что-то созерцал, прищурив глаза. Рядом с ним на столе стояло такое же старинное зеркало. «Ты, конечно, смелый человек, Сюэ-Гуан. Я не знаю, как тебе удалось перенести столько своей магической силы в мир духов, но ты не боишься, что что-то случится с твоим истинным телом в священном царстве. Если твои враги услышат об этом, я уверен, последует много беспорядков», — пробормотал пожилой мужчина, когда в его глазах мелькнул холод. В то же время, в десятках тысяч километров от небесного города, фея Юй быстро летела по воздуху, держа в одной руке малиновую бусину. Сообщив о ситуации пожилой женщине в царстве старших дьяволов, она открыла рот и снова проглотила бусину. После этого она сразу же ускорилась в своем полете. В нескольких сотнях километров впереди нее была фея серебряного света, которая также летела по воздуху полосой серебряного света.
Те же самые сцены разворачивались с Фэй Я в другом месте, который тщательно убирал полупрозрачный нефритовый талисман, который он только что использовал. Тем временем Хань Ли летел по воздуху в форме своей гигантской птицы Кунпен, путешествуя с невероятной скоростью. Менее чем в 100 километрах позади него находилось маленькое малиновое каноэ, которое преследовало его по горячим следам. Глава 1930. Воспрепятствование врагу. Хань Ли, естественно, уже обнаружил, что его преследует священный предок Сюэ Гуан, и летел так быстро, как только мог, энергично взмахивая всеми 4 крыльями. Однако каноэ, на котором стоял священный предок Сюэ Гуан, было самым быстрым летающим сокровищем, которое он когда-либо видел, и, несмотря на все его усилия, он не смог оторваться от каноэ. Неужели ему действительно придется сражаться с этим клоном священного предка Сюэ Гуана? Не говоря уже о том, были ли у священного предка Сюэ Гуана какие-либо мощные способности в рукаве, а одни только те сокровища, которыми он обладал, уже были непростой задачкой для Хань Ли. В этот момент священный предок Сюэ Гуан уже сосредоточился на нем своим духовным чутьем, поэтому, если Хань Ли не сможет оставить между ними десятки тысяч километров, он никак не сможет по-настоящему избавиться от своего преследователя. Летя по воздуху, Хань Ли быстро обдумывал контрмеры, которые он мог бы предпринять. Когда он летел над определенным горным хребтом, Хань Ли внезапно выпустил более 1000 серебряных перьев из своего гигантского птичьего тела, каждая из которых превратилась в флаг формирования. Вспыхнули разноцветные огни, и флаги исчезли в горной цепи внизу. Даже пока он делал все это, Хань Ли ничуть не замедлился, и после нескольких вспышек он вышел из горного хребта, прежде чем снова исчезнуть вдали. Через некоторое время в далеком небе появилась малиновая нить, вслед за которой в воздухе над горным хребтом вдруг появилось маленькое малиновое каноэ. 3 идентичных клона священного предка Сюэ Гуана стояли на вершине каноэ, а тот, что был впереди, скрестил руки и прищурился. Тем временем 2 других закрыли глаза и делали серию печати руками. Небольшое малиновое каноэ расплылось, но как раз в тот момент, когда оно собиралось снова исчезнуть в пространстве, более 1000 столбов света внезапно вырвались из горного хребта внизу, прежде чем образовать чрезвычайно яркое образование в воздухе наверху. Окружающий воздух мгновенно стал чрезвычайно вязким, и маленькое каноэ было затоплено мощью формирования. Он думает, что такой временной формации, как это, достаточно, чтобы поймать меня в ловушку. Священный предок Сюэ Гуан холодно усмехнулся. Сразу после этого один из клонов позади него снял свою печать руками, затем открыл глаза, прежде чем выпустить изо рта шар черного света. В черном свете парил небольшой котел. Это был никто иной, как пурпурный котел. Клон, вызвавший пурпурный котел, осторожно положил на него руку, а затем произнес «сломайся». Яркий свет немедленно вырвался из котла, и он резко увеличился до размеров более 100 футов. Огромная черная руна размером около 10 футов вышла из котла, прежде чем превратиться в черный ураган. Черные ветры были наделены невероятной силой, и все небо содрогалось от их следа. Гигантскому формированию удалось выдержать яростный натиск всего несколько секунд, прежде чем его разорвало на части и рассеяло на бесчисленные точки духовного света. Затем гигантский пурпурный котел мгновенно уменьшился и влетел обратно в тело клона в виде шара черного света. После этого клон закрыл глаза и снова начал делать печати руками. Священный предок Сюэ Гуан радостно захохотал, увидев это, и маленькое каноэ снова рванулось вперед, как малиновая нить, остановившись всего на несколько вдохов. В то же время Хань Ли почувствовал, что связь внезапно прервалась, и в его глазах промелькнул намек на удивление. Он был ошеломлен тем, что священному предку Сюэ Гуану удалось так быстро разрушить его построение, и его сердце тут же оборвалось. Через несколько мгновений он резко взмахнул крыльями, и из него вылетело еще более 100 перьев. Как только эти перья отделились от его тела, они превратились в талисманы разных цветов, которые исчезли в окружающем воздухе, и на месте остались только 2 серебряных талисмана. Один из них вспыхнул серебряным светом и превратился в воина в золотых доспехах, вооруженного гигантским золотым клинком. Что касается другого серебряного талисмана, то он создавал слабую золотую тень, которая внезапно исчезла на спине бронированного воина. Что касается самого Хань Ли, он не собирался останавливаться и снова исчез вдали после нескольких вспышек. Вскоре после этого вдалеке вспыхнули пространственные колебания, и маленькое малиновое каноэ появилось снова. Священный предок Сюэ Гуан сначала был ошеломлен видом воина в золотых доспехах, прежде чем на его лице снова появилась холодная улыбка. У этого мальчишки из рода людей наверняка есть много трюков в рукаве. Весьма примечательно, что он смог усовершенствовать теневую марионетку такого высокого калибра. Однако этой штуки недостаточно, чтобы остановить меня. Как только его голос стих, последний клон, стоящий на каноэ, медленно открыл глаза, а затем поднял руку, чтобы освободить маленькую радужную пагоду. Затем пагода быстро увеличилась до десятков тысяч футов в высоту и внезапно появилась в воздухе над воином в золотых доспехах.
Воин в доспехах оставался совершенно бесстрастным, но яростно полоснул клинком по пагоде над собой. Раздался оглушительный грохот, когда проекция меча длиной более 1000 футов врезалась в нижнюю часть пагоды, только чтобы исчезнуть, как замок из песка в приливе. Гигантская пагода продолжала опускаться, и бесчисленные полосы радужного света вырывались из нее, полностью заливая воина в золотых доспехах. Когда свет погас, пагода вернулась к своим первоначальным миниатюрным размерам, но воина в доспехах нигде не было видно. Клон, освободивший пагоду, взмахнул рукой, чтобы вернуть ее, после чего малиновое каноэ продолжило лететь по воздуху малиновой нитью. Однако в следующее мгновение серебряный свет внезапно вспыхнул в том месте, где только что был схвачен воин в доспехах, и среди вспышки серебряного света появился еще один воин в золотых доспехах. Как только он появился, он сделал печать руками, и появилась нечеткая проекция с 3 головами и 6 руками. Проекция взмахнула 6 руками в воздухе, и 6 массивных шаров золотого света с грохотом рухнули на каноэ. Еще до того, как они столкнулись с каноэ, священный предок Сюэ Гуан был поражен взрывом грозной мощи, которая была одновременно довольно знакомой и совершенно незнакомой. Это настоящая проекция дьявола. Ошеломленно воскликнул он. Между тем, клон, стоящий позади него, перевернул руку, чтобы создать небольшой фиолетовый котел, который создал фиолетовый световой барьер, мгновенно окутавший все каноэ. 6 шаров врезались в пурпурный световой барьер с серией глухих ударов, но тут же были поглощены световым барьером. Однако в результате каноэ все же на мгновение остановилось. Священный предок Сюэ Гуан быстро оправился от изумления, и выражение его лица помрачнело, когда он поднял руку, прежде чем нарисовать в воздухе странный круг. Перед маленьким каноэ мгновенно появилась большая белая дыра, и малиновый свет вспыхнул, когда из дыры вылетел массивный питон. Питон пронзил тело воина в золотых доспехах, прежде чем обвиться вокруг марионетки. Воин в доспехах даже не успел среагировать, как питон раздавил его в серебристые точки, а золотая проекция позади него тоже рассыпалась. Священный предок Сюэ Гуан холодно хмыкнул и уже собирался продолжить свой путь, когда внезапно поднял взгляд с несколько озадаченным выражением лица. В воздухе над каноэ появились проекции ряда дворцов и павильонов. Это был не что иное, как небесный талисман 9 дворцов, который Хань Ли создал ранее. В тот момент, когда священный предок Сюэ Гуан обнаружил это, огромное пространство света уже спустилось сверху, чтобы заманить в ловушку малиновое каноэ. В ответ последний клон на каноэ снова швырнул в воздух свою радужную пагоду. Гигантская проекция пагоды мгновенно появилась над головой, удерживая дворцы и павильоны в страхе и не позволяя им спускаться дальше. Сразу после этого клон начал что-то петь, прежде чем извергнуть полный рот эссенции крови, а затем выкрикнул слово «захват». Радужный свет мгновенно устремился вверх от вершины пагоды, охватив все дворцы и павильоны. Свет исчез, и проекция гигантской пагоды исчезла, когда маленькая радужная пагода вернулась в руку клона. Сердце священного предка Сюэ Гуана сразу же успокоилось, когда он увидел это, и он пришпорил малиновое каноэ, чтобы продолжить путешествие вперед. В небесном городе все ограничения за городской стеной были наконец разрушены дьявольской армией, и бесчисленные дьявольские кавалеры и дьявольские звери наводнили город. Однако 108 воинов в золотых доспехах продолжали неподвижно парить в воздухе. Оказалось, что они были просто проекциями, созданными серией замысловатых образований. Человеческая армия обнаружила это не так давно, и их боевой дух, естественно, снова упал, когда все спасались бегством. В этот момент на безымянной горе в сотнях километров от небесного города находилось около 1000 человек в одинаковой одежде, смотрящих на небесный город, который был затоплен дьявольской ци. У некоторых из них были убитые горем лица, а другие были счастливы просто быть живыми. Никто из них не произнес ни слова, и казалось, что это вполне организованная и хорошо обученная группа. Перед ними стоял мужчина средних лет в лазурной мантии, и он также со сложным выражением лица оценивал небесный город. Он был никем иным, как одним из великих старейшин небесного города, мастером лазурным драконом. Пойдем, на данный момент нет спасения небесному городу. Вы — семена наших 4 сект, и пока город высших небес может выдержать дьявольские испытания, наши 4 секты когда-нибудь снова поднимутся, торжественно сказал мастер Лазурный дракон, когда он повернулся к группе культиваторов перед ним.